Всем привет! Меня зовут Марина, и мой канал о декоре своими руками. Пускай до Хэллоуина остаются какие-то считанные дни, я все же решила выпустить видео о том, как сделала подсвечники или светильники в виде привидений из самозатвердевающей глины. И изначально я планировала сделать всего лишь один светильник, но потом все пошло не по плану, я сделала целых 3. Но обо всем по порядку. Идея данного проекта ко мне пришла абсолютно спонтанно, когда на Pinterest я увидела вот такую фотографию и решила сделать нечто подобное, но только в виде светильника для светодиодной свечи. По моей задумке, мой светильник должен быть внутриполым, как настоящее привидение, поэтому я стала думать о материалах, которые я бы смогла применить в качестве основы, на которые бы формировала светильник из глины. Выбор пал на бумажные салфетки, фольгу и небольшой кусочек плотного картона. На самом деле все можно было сделать гораздо проще. Брать картон, а вместо него взять деревянную палочку, приклеить к ней фольгированную условную голову, поставить все на устойчивую платформу, например, пенопласт, либо тот же самый кусочек глины. Но данная мысль пришла ко мне гораздо позже, поэтому работаем с тем, что есть. Основу я разделила на голову и туловище. Для головы я брала салфетки, у меня ушло примерно 5-6 штук. Сминала их, постепенно наслаивая друг на друга, а затем дополнительно спрессовывала в руках, чтобы получился плотный объемный овал. Затем я обмотала фольгой в 2 слоя и сделала небольшой хвостик, чтобы потом за этот хвостик можно было легко извлечь импровизированную голову из глиняной заготовки. Для туловища я беру бумагу, сворачиваю ее так, как показано на видео, прикладываю голову, чтобы посмотреть пропорции, и отрезаю лишнее, если необходимо. И когда меня все устраивает, склеиваю концы бумаги горячим клеем. Вот такая основа для светильника готова. Далее я беру небольшую часть глины, разминаю ее в руках и раскатываю. Вырезаю круг примерно по размеру будущего светильника. Смачиваю его водой, а затем еще раз дополнительно раскатываю края, так как они мне показались немного толстыми. Прикладываю глину к форме, намечаю места для глаз и делаю глаза вырубками. И, кстати, эти вырубки я делала сама из пластиковой бутылки и малярного скотча. Я снова прикладываю глину к форме и начинаю формировать складки будущего привидения. Но, если честно, на данном этапе результат меня совсем не устроил, поэтому я убрала глину с формы, чтобы попробовать начать все заново. Когда я надела раскатанную глину на основу, выявилось 2 проблемы. Первая проблема — глины было слишком много, и складки формировались очень некрасивыми. А вторая проблема — это глаза, которые я сделала заранее вырубками. Под тяжестью глины они поползли вниз. К сожалению, итогового процесса формирования моего привидения я не записала, но попробую рассказать на словах. Я снова раскатала пласт, вырезала круг, раскатала у круга края, но от круга отрезала 1/4 так, чтобы при одевании на основу получался некий купол. У купола я отрезала верхушку, так как хотела, чтобы мое привидение имело такую покатую голову, а его концы соединила в шов и с помощью воды и канцелярского ножа сделала максимально невидимым. Глаза я делала уже на самой форме, глина не двигалась, и, соответственно, глаза тоже не выползли вниз. На финальном этапе заготовки я обильно смочила фигурку водой, разглаживая все неровности. Сделав первое привидение, мне показалось, что одному будет грустно и одиноко, поэтому, да, я решила добавить ему компанию. За идеями полезла на тот же самый Pinterest, и когда я увидела вот такую фотографию и вот такую фотографию, я решила, что моими следующими светильниками будут именно такие, и их будет 2. Я сделала еще 2 заготовки, и свой второй светильник я решила делать в виде привидения с летящими рукавами. И для того, чтобы делать рукава, я взяла деревянную палочку, разломала ее на необходимый мне размер, а затем разломала еще раз пополам, чтобы получилась буква «В». Проделала отверстие в бумаге и вставила импровизированные ручки в отверстие.
Далее все закрепила горячим клеем для надежности, а также нанесла горячий клей на концы палочек, чтобы в дальнейшем они не порвали глину. Я снова раскатываю глину и весь раскатанный пласт переношу на основу, не вырезая круг. И уже на основе начинаю формировать будущий светильник, канцелярским ножом отрезая лишнюю глину. Формирую рукава, а с помощью воды и канцелярского ножа скрываю швы и все недочеты. И как вы видите, один рукав у меня ни в какую не хотел получаться. Теми же вырубками делаю глазки и ротик, при необходимости помогая себе канцелярским ножом. И заготовка для второго светильника готова. Третий светильник я начала делать по той же схеме. Я взяла палочки, разломала их, нанесла горячий клей на концы палочек и воткнула палочки в бумагу. Закрепила все горячим клеем для надежности, и основа готова. Раскатанный пласт глины я положила на основу и начала формировать складки, рукава и общий вид будущего привидения. Все неровности и швы на глине я разглаживаю с помощью воды, пальцев и канцелярского ножа. Вот, кстати, канцелярский нож, наверное, один из самых лучших помощников мне в этом деле. Основа светильника почти готова, самое время переходить к тыкве. Я хотела сделать не просто глиняную тыкву, а настоящий фонарь Джека, чтобы он также светился в темноте. Основу для тыквы я сделала из салфеток и фольги, обернула небольшим кусочком глины, отрезала лишнее, сформировала тыковку и с помощью канцелярского ножа сделала продольные полосы. Уже за кадром я вырезала детали на тыкве, и для того, чтобы приклеить тыкву к самому светильнику, я удалила часть глины. Это необходимо для того, чтобы тыква в последующем светилась. Клеить детали я решила на клей ПВА. Канцелярским ножом, проходясь по швам и как бы смешивая между собой клей и глину. Светильники готовы, оставляю их высыхать. На следующий день, когда верхний слой глины уже подсох, я решила снять бумажную основу. Для этого мне понадобятся старые маникюрные ножницы и мой многострадальный канцелярский нож. Начинаю я с самого простого светильника, бумага выходит очень легко, а вот для того, чтобы вытащить импровизированную голову, я, держась за хвостик, как бы раскачивала ее. И где-то спустя минуту у меня все получилось. Со вторым светильником дело обстояло немного сложнее за счет палочек, находящихся внутри. Так как они были зажаты между глиной, достать их было немного проблематично. Тут сложилась немного опасная ситуация, потому что когда я попробовала достать палочки, они начали двигаться, и глина тоже двигалась вслед за ними. И была очень высока вероятность просто деформировать подсвечник. К счастью, со мной такое не произошло, но, если честно, я была прям очень близка к этому. Поэтому, если будете повторять этот DIY, имейте в виду такой момент. А вот третий светильник был моим самым проблемным.
Мне нужно было вытащить палочки, вытащить фольгу и не повредив при этом тыкву, так как внутри она была еще сырая. Спойлер, у меня это не получилось. Начать я решила с бумаги и фольги, так как они мягче и с помощью ножниц достать их будет проще. Неудобно это было делать под камерой, поэтому вне камеры я вытащила все детали, кое-где внутри осталась фольга, но на самом деле это не страшно. Но и, как сказала я ранее, моя тыква отвалилась. На этот раз я решила клеить с помощью глины, разведенной с водой. Я просто взяла маленькие кусочки глины, залила теплой водой и оставила на ночь. И вот такая кашица у меня получилась. Смазываю этой глиной место склейки, а также запечатываю швы снаружи и внутри фигуры. Спустя дня полтора мои фигурки высохли, и выглядят они сейчас вот так, без шлифовки и покраски. И, кстати, третье мое привидение тоже высохло, и, как вы можете видеть, я немножко подрезала ей рукава, потому что форма мне очень напоминает кресло. Для шлифовки я буду использовать наждачку, которую порезала на кусочки. А еще у меня есть вот такая пилочка, которую я использую специально для глины. После шлифовки я обеспылила фигурки с помощью старой зубной щетки и влажной губки. Красила я акриловыми красками, белый был основным, а красный, коричневый и оранжевый цвета я смешивала, чтобы получить такой винтажный цвет тыквы. К сожалению, на момент покраски тыквы у меня разрядилась камера, поэтому я могу поделиться с вами только вот таким готовым результатом. Светильники осталось покрыть только финишным покрытием. Я для этих целей выбрала глянцевую акриловую эмаль в баллончике. И вот, наконец-то, мои светильники готовы, и можно наслаждаться результатом. И вот такой творческий эксперимент у меня получился. Мои ожидания реально совпали где-то на 8 из 10, потому что третий светильник с тыквой мне все-таки напоминает кресло. Но в целом я считаю это неплохой опыт. Если вам понравилось, ставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, как вам такая идея. А впереди у нас Новый год, и у меня множество идей новогодних видео, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые DIY. Всем уютной осени и пока!